Здравствуйте, дорогие друзья! Видео пойдет о Мелиссе. Кто очень внимательно за мной наблюдает, подписан там на все ресурсы, включая запрещенные сейчас у нас там в Инстаграм, Телеграм, и присутствуют на прямых эфирах, знают, что у Мелиссы была вязка, а очень внимательно знают, что она вот-вот должна родить. Поэтому сегодня я хочу поговорить о как раз этой вязке, о ее последствиях и о том, что, собственно, с Мелиссой произошло. Я считаю, что это важно обсуждать, потому что очень многие люди заводят кошек, хотят, чтобы они родили там для здоровья, или вообще хотят разводить. Это мало кто, к сожалению, из заводчиков рассказывает, что беременность у кошек, как и у людей, собственно говоря, не всегда заканчивается рождением прекрасных, милых котят, которые вот такие вот все плюшевые, пушистые, а то, что выкармливаются котята, или там даже как у Мелиссы было в предыдущие роды, что практически 9 котят с рождения кормила соски. Я вообще молчу, это отдельный разговор, отдельная работа заводчиков, так сказать, кто занимается разведением животных. Но хотелось бы все-таки об этом говорить, чтобы люди понимали, на что они идут, когда решают разводить кошек. У Мелиссы произошла такая ситуация, которую я узнала вообще случайно, потому что я не планировала делать УЗИ, как всегда. То есть, я к этому отношусь, беременна, прекрасно. Нет, ладно, ничего страшного. То есть, у меня, говорю, разведение так себе. У Мелиссы прошло уже больше года после того, как она рожала, хотя у кошек в разведении допускается 3 вязки за 2 года. Естественно, год она спокойно сидела. Я и не планировала, потому что я знала, что могут там рыси родить, эту кучу котят мне было ни к чему, я бы не успевала все это делать. Поэтому я ее повязала, спокойно себе сидела, и что-то мне в голову, если честно, вообще решила сделать УЗИ, просто потому что мне нужно было все равно ехать в ветеринарную клинику, сдавать анализы животных. То есть, это стандартная была процедура, то есть мне перед осенью нужно было сдать анализы животным, которые я брала именно дома, и очередные Ханины соскобы. Я все это собрала дело, думала, я возьму кошку. И там как раз был УЗИст, который, я еще поговорила с Машей, с ветеринаром, говорю, там будет УЗИст, у которого можно будет потом забрать материал, снять. Он такой, да, без проблем. Я думаю, ладно, захватила кошку. То есть кошка беременная, я это уже видела, потому что у нее пузо прям такое, все. Маша приезжала ко мне домой, такая потрогала, говорит, тут можно и без УЗИ, она точно беременна, потому что, плодные места, все на месте. А я еще посмеялась, говорю, количество котят посчитайте, на ощупь. Она такая, нет, говорит, не посчитай, конечно, говорю, плодные места, все есть. И вообще, сделаю действительно видео, вам покажу миленькие котятки, как там бултыхаются, это очень мило. Привезла кошку, и же наше было удивление, когда мы положили кошку, начали делать ей УЗИ и увидели только плодные места. То есть то, что вы видите, эти кругляшочки, это плодные места, которые остались. Их очень много, то есть котят было очень много. Но по какой-то причине в определенный момент, видимо, еще в самом начале, эти котята умерли. То есть они просто рассосались. Зародыши были, но они рассосались. Учитывая, что на УЗИ видно, что ничего, кроме жидкости там нету, то, скорее всего, это было на очень раннем сроке. Было 2 варианта. Либо кастрировать кошку и полностью все это дело удалить, либо вызвать искусственный аборт, медикаментозный попробовать, и, собственно, вызвать искусственные роды, чтобы все это начало из нее выходить. Просто сидеть ждать было опасно, потому что это грозит, соответственно, разрывом матки. Потому что матка растет, все продолжается, но ничего не происходит. При этом кошка у меня даже мысли никакой не было, кошка себя чувствует потрясающе, все с ней прекрасно, она кушает, бегает, ест, она не вялая, то есть она вообще себя ощущает потрясающе, несмотря на то, что у нее происходит в организме. Собственно, она себя так и чувствует, что там нету ни гнили, ничего, у нее просто жидкость там, и она думает, что она беременна. Учитывая, что кошка чувствовала себя хорошо, Мария мне сразу сказала, что у меня есть вариант, подумать еще, потому что препарат все равно нужно доставать. Название препаратов я говорить здесь не буду, потому что, во-первых, это должны назначать ветеринары, во-вторых, никакие видеоресурсы это все дело не любят.
Ну и действительно это лучше делать с ветеринаром, чтобы не было такого, что просто кто-то решил, что типа случайная вязка и так далее. Давайте-ка я сам это все, потому что все у меня делалось под наблюдением ветеринара. О каждом своем шаге я сообщала, высылала фото, видео и так далее, как всегда у нас происходит. Маша приезжала, проверяла кошку. То есть все это длилось довольно-таки продолжительное количество времени. И в итоге, да, я решила попробовать оставить ей детородные органы, попробовать потом ее еще раз свести. И плюсом к этому было очень большое желание залезть, так сказать, поглубже и взять анализы. У кошки, в отличие от собаки, очень сложно взять достоверные анализы, потому что они берутся из петли глубоко. И, то есть даже когда происходят роды у собак, можно там щеночку чуть ли не во время рода помочь собаке и достать, как бы там перевернуть, еще что-то. С кошкой мало чем можно помочь, если честно. И то же самое касается анализов. У кошки очень тяжело взять анализы, потому что она просто не пропустит так далеко, пока нет раскрытия. Соответственно, если вызвать у нее роды, то есть абортировать ее, то произойдет, естественно, раскрытие, все это будет уходить, и можно взять достоверные анализы. Для чего нужны были анализы? Кошка перед тем, как вязаться, естественно, сдавала анализы на инфекции, на много чего, там целый список анализов, которые она сдавала. И все было чисто. Но что-то пришло не так. И тут как бы два было варианта. Просто не повезло, так бывает. Так действительно бывает, просто мало кто об этом говорит. Либо это инфекция. То есть, соответственно, перед следующей вязкой, если мы поймаем эту инфекцию, надо, естественно, вначале кошку пролечить, дальше потом уже думать, как, что и вязать ее, соответственно. Вот. Я ввела препарат, ничего особо я внешне не видела, чтобы какой-то там вот такой жесть, чтобы что-то из нее выходило, там какие-то кости, слизи и так далее, потому что действительно у нее внутри была только жидкость, и выходило все по чуть-чуть, она все это вылизывала. Соответственно, через неделю, как по договоренности, я привезла на повторное УЗИ кошку, чтобы посмотреть, что у нее происходит, потому что я особо не видела никакого ни выхода, ничего, ни жидкости, прям ничего такого. Мы ее положили, делали УЗИ, было видно, что все из нее вышло, то есть матка еще немного воспалена, но воспалена не потому, что там что-то происходит, прям потому, что как бы было абортирование, было раскрытие, выход всего. Естественно, матка, она еще не пришла в то состояние, в котором была изначально. И когда, естественно, мы водили датчиком по ней, то у нее начинались небольшие выделения, то есть было видно, что выделения еще идут. Но при этом все, слава богу, благополучно вышло. Как раз мы смогли нормальные анализы еще раз взять и все сделать. И, как бы, можно сказать, закончить эту историю. Сейчас, почему я решила именно сейчас об этом рассказать, потому что история окончательно уже закончена у Мелиссы. Прошла уже даже первая течка. То есть, прям это как-то резко так произошло, что она еще раз потекла. Плюс мне пришли результаты всех анализов, и инфекции у нее нет. То есть, в моем случае мне повезло, Мелиссе повезло, всем повезло. То, что хорошо закончилось, потому что могло вообще, в принципе, не выйти, и пришлось бы все равно кастрировать кошку. Могло что-то еще пойти не так, но у нас, благо, все пошло так, и то, что, собственно, у нее случилось, что эмбрионы не стали развиваться, а рассосались, это, такая вот случайность, не повезло, так бывает. То есть, слава богу, нет никакой инфекции, ничего такого, от чего кошку нужно лечить или что-то вообще непонятное. Просто так бывает. И просто мне хочется, чтобы вы об этом знали, что вот так бывает в жизни, что не только у людей так бывает, и у животных, у всех. И, наверное, после вот этой ситуации меня научила тому, что теперь я буду делать постоянно УЗИ и проверять, не постоянно УЗИ, а то есть примерно там через месяц после вязки буду, конечно, делать кошкам УЗИ, насколько это возможно. Понятное дело, что там диким кошкам так не сделаешь, это проблемно. Вот. А домашним, конечно, буду, чтобы отследить такие ситуации, потому что мало ли, вот такая редкая штука еще раз произойдет. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно и полезно. До скорых встреч.